Дорогие юные друзья, уже десятилетиями Украина рекордными темпами движется в Европу. Поэтому, чтобы оправдать любую непопулярную реформу, как-то повышение тарифов ЖКХ, увеличение пенсионного возраста, урезание затрат на госсектор образования, необходимо всего лишь назвать очень нужной еврореформой. Ну, например, как евроремонт. В этом видосике мы вам покажем топ студенческих протестов, направленных против урезания трат на образование, повышения платы за обучение, а также расскажем об индексе Мивины. В Великобритании до 1998 года образование было бесплатным, в том числе в Кембридже и Оксфорде. Для правительства Тони Блэра ввело плату за обучение, она составляла 1000 фунтов в год. Или, учитывая стоимость лапши быстрого приготовления, при пересчете около 3 мивин в день. В 2004 году стоимость образования была повышена до 3000 фунтов в год. Или 9 мивин в день. В 2010 году, когда правительство снова решило повысить цены на образование, это уже до 9000 фунтов в год, то есть 25 мивин в день. Необоснованный скачок цен вызвал волну негодования в 70 городах королевства, а в Лондоне 10 ноября 2010 года на улице вышло от 30 до 50 тысяч разгневанных студентов. Не увенчалось успех. Так получилось. На данный момент обучение в большинстве английских вузов вам обойдется в 9250 фунтов. В то же время британское правительство продолжает выдавать стипендию, то есть безвозмездный грант, студентам из необеспеченных семей в размере 3500 фунтов в год. В 2015 году город Амстердам разгорелся студенческим протестом после того, как университет продал здание гуманитарного корпуса приватной сети гостиниц Soho Club для постройки там элитного спа. В то же время дыру в бюджете университета в размере 12 миллионов евро собирались покрыть сокращением магистерских программ с менее чем 20 студентами, включая самую большую магистерскую программу по итальянскому языку в стране. После того, как глава Амстердамского университета приказала силой выгнать студентов из оккупированного ими здания, ей пришлось уйти с ее поста. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Университет итальянского языка остался в безопасности. Стоимость образования в Нидерландах за последние десятилетия неуклонно растет. С 1904 года, когда она составляла эквивалент 227 евро в год, то есть около одной пачки мивины в день, она за 29 лет в 2003 году выросла до 4450 евро в год, то есть около 4 пачек мивины в день. Время финансовая помощь всем студентам, постоянно урезаемая, составляла около 209 евро в месяц, то есть целых 7 мивин в день. В 2016 году эта стипендия, которую выдавали независимо от своего материального и академического положения, была упразднена. В то же время студенты из малообеспеченных семей могут подаваться на адресную помощь государства, которая поможет им покрыть плату за образование, питание и проживание. В 2016 году около 250 000 студентов вышли на площадь города Монреаль в провинции Квебек, протестуя против повышения платы за обучение. Правительство предложило повысить плату до 3500 канадских долларов в год, то есть целых 24 пачек мивины в день. Тест, вызванный подобным беспрецедентным увеличением, набирал колоссальные обороты. Оккупация университета по всей территории Квебека вынудили власти принять драконовский закон, запрещающий массовые собрания и проведение социальных мероприятий в университетах. Это переметнуло поддержку общественности на сторону студентов, и государство отказалось от своего плана. В 1996 году правительство Ирландии отменило плату за образование совсем, только для того, чтобы спустя 7 лет попытаться ее вернуть. I'll be back. К счастью, 50 тысяч студентов, вышедших на улицы Дублина, смогли этому противодействовать. При этом образование в Ирландии не является полностью бесплатным, потому что студенты вынуждены платить добровольно-принудительный взнос на данный момент в размере 3000 евро. Ну, приблизительно как деньги на ремонт класса. Исторически студенческое движение играло очень важную роль в большом количестве политических протестов, начиная от восстания 1956 года в Будапеште, кончая площадью Тяньаньмэнь в Китае в 1989 году. В момент в Украине, в связи с сокращением стипендий, о котором вы можете посмотреть в предыдущем видео, также есть большое количество поводов. Выйди на улицу, верни себе город! Выйди на улицу, верни себе город! Выйди на улицу, верни себе город! Выйди на улицу, верни себе город!